Оказывается, большинство россиян считает, что в России слишком много приезжих, а трудовая миграция наносит вред регионам. И кто бы мог подумать? Тем временем на Камчатке и в некоторых других регионах нашей страны резко ужесточают требования к трудовым мигрантам и ограничивают сферу их деятельности. История нелегальной миграции в России подошла к концу. Такое неожиданное заявление сделал высокопоставленный чиновник. А митрополит Владимир Приморский объяснил, почему мигранты не настроены на мирное сосуществование с нами. Обо всем этом и расскажем в нашем выпуске. Подавляющее большинство россиян считает, что вместе с ними проживает слишком большое количество мигрантов. Половина опрошенных уверена, что наплыв приезжих связан с более выгодными для работодателей условиями найма и отсутствием конкуренции в предлагаемых сферах деятельности со стороны местных жителей. Опрос по мигрантской теме провели специалисты платформы онлайн-рекрутинга, результаты которых опубликовал РБК. Всего в мероприятии, которое провели в сентябре, приняло участие около 3000 человек. Согласно их данным, недовольны наплывом приезжих в регионы страны 80% россиян. Наибольшее количество негативных ответов про присутствие мигрантов в России дали представители транспортно-логистической сферы, автомобильного бизнеса, безопасности и строительной отрасли. То есть недовольны по сути те категории, в которых и занято больше всего иностранцев – стройка, перевозки, охрана. При этом ничего не имеют против того количества выходцев из стран СНГ, которые есть в России. Всего лишь 12% респондентов. А 4% и вовсе считают, что мигрантов маловато и могло быть и больше. Таким мнением среди опрошенных делились представители IT-сферы, маркетинга, а также специалисты сырьевой отрасли и туризма. Почти 2/3 участников опроса выразили мнение, что мигрантов нанимают зачастую на те вакансии, которые местным жителям не подходят. И при этом труд приезжих для работодателей обходится намного дешевле, чем если бы им пришлось брать на работу русских. Кроме того, 50% опрошенных считают, что трудоустраивать иностранцев выгоднее, поскольку в России им сложнее защитить свои права. Также интересная статистика касается ответов респондентов на вопросы о вреде трудовой миграции. 62% отмечают, что повальный найм приезжих деструктивно влияет на ситуацию в регионах страны. Мигранты занимают те места, которые могли бы достаться русским. Однако готовы трудиться на этих позициях только 39% опрошенных, а треть и вовсе не готова. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил о намерении парламента регулировать миграционные процессы. Он отметил, что цель – не запрет миграции, а ее законное протекание. Володин подчеркнул важность ответственности работодателей за работников-мигрантов и предложил концепцию, согласно которой мигранты должны временно проживать в России и возвращаться на родину после завершения работы. Тем временем на Камчатке от слов давно перешли к делу. Так, губернатор Камчатки сообщил, что начиная со следующего года продолжить работу в такси в регионе смогут только жители стран Евразийского экономического союза. В него, кроме России, входят Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия. Такое решение власти полуострова приняли одними из первых среди регионов Дальнего Востока. По мнению главы региона, трудовые мигранты должны приезжать на Камчатку по конкретному запросу работодателя. В крае уже приняты решения по ужесточению работы мигрантов. Со следующего года для иностранцев будет ограничена работа в такси. В целом проблема по мигрантам остается очень острой. Мы продолжим искать те меры, которые позволят сделать регулирование более четким и справедливым. По моему мнению, на первый план должна выходить обязанность работодателя. Пригласил работника, значит, отвечай за то, чтобы он соблюдал правила. Также на федеральном уровне активно обсуждается введение ограничений на переезд в Россию семей в случае трудовой миграции. Владимир Солодов назвал это предложение справедливым. Если человек приехал работать, это не значит, что нужно вести всю семью и закреплять ее в регионе на постоянной основе. Мы рады, когда востребованные специалисты занимают свободные ниши, но это не является основанием для роста неконтролируемой миграции. В Камчатском крае действует ограничение на трудовую деятельность в 16 видах экономической деятельности иностранцам, работающим по патенту. Одним из последних было введено ограничение по работе гастарбайтеров в такси. История нелегальной миграции в России подошла к концу, об этом неожиданно заявил Марат Хуснуллин в ходе визита в Таджикистан. Слова высокого гостя вызвали истерику у таджиков, видимо, не особо стремившихся к соблюдению законов. Ужесточение миграционной политики РФ отразилось в заявлении зампреда правительства во время его поездки в Душанбе.
Хуснуллин подчеркнул, что нелегальной миграции в России больше не будет, страна нуждается в трудовых мигрантах. Но теперь законность жизни и трудоустройства таких людей будут строго контролироваться. Для этого российские власти будут взаимодействовать с коллегами из Таджикистана. Такое сотрудничество позволит лучше понимать, кто и как приезжает на заработки из данной республики. Таджики негативно отреагировали на слово российского вице-премьера о конце нелегальной миграции. Они надеются, что РФ не сможет без подобной рабочей силы, а граждане Таджикистана найдут более комфортные варианты и создадут проблемы стране, которая им не рада. Судя по комментариям в соцсетях, многие мигранты не хотят утруждать себя вопросами легализации, и именно поэтому так недовольны заявлением чиновника. Пусть лучше закроют полностью границу, чтобы мигранты не смогли зайти в Россию, и все. Зачем каждый год придумывать и менять что-то для мигрантов? Лучше границу закрыть, это для всех будет легче. Но вы же без нас не можете. А таджики уже мало едут в Россию, как я вижу, они уже уехали в другие страны, утверждает Мухаммад. Если нужны мигранты, значит не хватает рабочей силы. То есть население РФ для этого недостаточно. И граждане стран Центральной Азии всегда были и будут в России. Чтобы это изменить, РФ должна отказаться от множества соглашений во многих сферах, которые сама же и инициировала, считает Дека. В действительности, у мигрантов из Таджикистана, соблюдающих российские законы и оформляющихся по всем требованиям РФ, нет никаких проблем с работой и проживанием. Правоохранители ведут борьбу только с нелегалами, поскольку именно в их среде часто возникают проблемы вплоть до преступлений. Но нужно отметить, что акцентировать внимание на нелегальной миграции неправильно. Потому что настоящей бедой является именно легальное переселение в Россию сотен тысяч диких инокультурных граждан со своими семьями. На Приморском межконфессиональном форуме митрополит Приморский Владимир высказался по поводу мигрантов. В школьных учебниках все они читают, что русские пришли в их земли, как оккупанты. Потом, вырастая, они едут в нашу страну. Какого хорошего отношения можно от них ожидать? Им не просто не интересна наша страна, культура, традиции, они им ненавистны. Они завозят сюда абсолютно чуждый культурно-исторический код, подрывающий основы нашей государственности. К этому следует добавить показную религиозность, совершают намазы посреди городских улиц. Демонстративное выпячивание своей религиозности носит общественно-политический характер. Мы имеем дело с публичной манифестацией пренебрежения в сложившемся в обществе нормам социально одобряемого поведения. Еще несколько лет назад такое невозможно было себе представить. Иначе как агрессивным навязыванием своей повестки, ползучей культурной экспансией, демонстрацией силы назвать это трудно. То есть, митрополит Приморский Владимир говорит о том, что ни на какое мирное сосуществование с нами пришлые иноверцы не настроены. Они нас ненавидят. А все эти публичные намазы – не что иное, как наглые политические провокации. А что насчет этого всего думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!